Здравствуйте! Рада вас приветствовать на своем канале Уральская кудесница. Меня зовут Ната. И сегодня у меня для вас очередное видео. Буду шить витраж в лоскутной технике третьим способом. Для этого мне понадобятся шаблоны. Шаблоны я сделала из картона, вырезала квадраты со сторонами 15 сантиметров. И затем внутри каждого шаблона сделала тот рисунок, который бы хотела видеть в готовых своих блоках. Каждый мой квадрат состоит из 3 маленьких шаблонов. Я их пометила, чтобы не спутать. Затем я большой квадрат разрезаю на составляющие шаблоны. Беру кусок ткани и перевожу их на ткань. Затем тоже вырезаю. У меня квадрат состоит из 3 различных шаблонов. Соответственно, я возьму 3 различных оттенка ткани. В моем случае это все те же портьерные ткани, из которых я делала предыдущих 2 варианта. Итак, прикладываю шаблон ткани, обвожу и вырезаю. Заранее я уже приготовила вот такую черную бейку, которую нарезала сама из обычного лоскута ткани бязь черного цвета. Ширина нарезанной бейки 3 сантиметра. Стопочки у меня готовы, шаблончики я повырезала. Смотрите, у меня 3 различных оттенка ткани. Это голубая и 2 оттенка светло-розовых. Один вот такой розовый с сиреневым рисунком. И другая ткань у меня последняя портьерная, вот такого оно кремового даже цвета, не розового. Но ткань очень хорошая. Я считаю, что она двухсторонняя и буду использовать как лицевую, так и изнаночную сторону в своем шитье. Еще сейчас раз сложу шаблончик, чтобы мне точно ничего не спутать, и определю, что я буду делать первое, с каким лоскутом работать. Взяла черную бейку, приложила и понимаю для себя, что сначала я поработаю с лоскутами большого размера. Это самый первый лоскут. С левой стороны я положила лоскуты, которые буду пришивать, чтобы мне было удобно. Затем взяла бейку и под лапку. Ширина шва это половинка моей лапки на швейной машинке. У меня 0,7 сантиметров. И здесь смотрите, как вам удобно. Либо вы под бейку подкладываете лоскут ткани, либо наоборот, на бейку сверху прикладываете лоскут ткани. Здесь выбирайте для себя сами тот способ, которым вам удобно. Единственное, что хочу сказать, бейку мы не обрезаем. Мы продолжаем пришивать лоскуты. И получается длинная лента. Посмотрите, как у меня. И в итоге у меня получилась вот такая длинная лента. Я ее убираю в сторону, пока с ней работать не буду. Дальше еще раз смотрю, какой стороной мне надо пришивать маленькие заготовочки, шаблончики. Для этого еще раз выкладываю себе полную заготовку. Полный большой квадрат со стороной 15 сантиметров. Для меня, девочки, лучше лишний раз еще раз сложить, чем потом распарывать. Не люблю распарывать. Определяю, какую сторону я буду пришивать к черной бейке и иду на машинку. Делаю ту же самую ленту, что и делала первый раз. Здесь я уже накладываю лоскуты ткани, то есть вырезанные шаблончики, на бейку. Первый раз я их подкладывала под бейку, а сейчас делаю на бейку. Еще раз говорю, здесь не принципиально важно, делайте так, как вам удобно. В итоге у меня получилась вторая такая ленточка. Дальше еще раз складываю шаблон. Смотрю, какой стороной мне надо пришить лоскуток пудрового цвета напротив голубого. Посмотрела. Все, прохожу на швейную машинку и продолжаю шить эту же ленточку. И сейчас я опять уже лоскут подкладываю под бейку. Еще раз говорю, не принципиально важно, делайте так, как вам удобно. Итак, я заканчиваю полностью всю беечку.
Вторая моя лента готова. Это бейка, на которую пришиты шаблоны. Теперь я взяла гладильную мини-досочку, утюг и все это проутюжу. Закладываю я срезы в середину, то есть на бейку. Делаю это с одной лентой и с другой лентой. Затем я ленту разрезаю вот на такие заготовки. И приступаю в дальнейшем сшивать сами блоки. Но есть здесь два варианта. Вот первая лента, на которой у меня пришиты большие заготовки, ее тоже можно разрезать, что я и сделаю в дальнейшем. Так как ткани все равно у меня здесь разные, и я некоторые детали краила по долевой, некоторые краила против долевой, чтобы было меньше искажения в самой выкройке, я ее разрежу. Но можно вот таким образом и нашивать вторые заготовочки, то есть продолжать шить ленту и потом уже разрезать готовые детальки. Я, как и говорила, этого делать не буду. Я сразу все разрезаю. И на швейной машинке соединяю эти две части. В итоге у меня получаются готовые витражные блоки. Блоки мои полностью готовы, я их проутюжила, выровняла все. Также сделала блоки, состоящие из треугольников. Это по первому шаблону. Делается все то же самое, как и в первом варианте. Единственное, что мы пришиваем лоскуты в треугольной формы на прямую черную бейку с запасом. То есть расстояние между лоскутами должно быть. Это чтобы потом нам правильно выйти на угол. Дальше эти маленькие блоки я буду сейчас соединять в большое полотно. Как соединять в большое полотно на прямую черную бейку, я подробно останавливалась во втором варианте витражных блоков. Оставлю ссылочку на это видео, кому интересно, пройдите посмотрите. Здесь я останавливаться не буду. Единственное, что сейчас попытаюсь выложить какой-то рисунок, что в итоге у меня в принципе особо не получится. Но с витражными блоками достаточно сложно выкладывать какой-то рисунок. Хотя, если заранее это все продумать, возможно, все получится. Итак, соединяю маленькие блоки в большой витражный блок при помощи вот этой прямой бейки. Размер этой бейки, как я и говорила, 3 сантиметра. Сначала буду пришивать вертикальные полосы, а потом буду прошивать горизонтальные полосы. Работу с этим витражным блоком, третий вариант, я полностью закончила. И сейчас расскажу немножко об этом способе и о предыдущих двух. И лично свое мнение выскажу. Девочки, сразу же говорю, это лично мое мнение. Вы можете шить так, как вам больше нравится. Но я точно для себя решила, что вот этот третий способ, это не мое, он мне не понравился. Первое, что мне не понравилось, это вот такие квадраты, которые я составляла из треугольников. Я никак не могла приноровиться, понять, сколько мне надо оставлять бейки, чтобы угол здесь был красивый. А потом треугольники здесь диагональ, и вот это все тянется, ну, неудобно. Мне вообще, честно, не понравилось. И пришлось мне эти блоки уменьшить еще на сантиметр, чтобы хоть как-то вывести углы. Вообще нет. Сам по себе блок вот таким способом, как я шила, это быстрый способ. Но у меня в проекте шить большое покрывало в витражной технике на дачу, и этот способ точно не мой. Это третий. Был у меня на канале вот такой второй способ. Вот он мне очень понравился, этот способ. Я получала удовольствие. У меня стояли две коробочки. Одна коробочка с лоскутками, другая коробочка с черной бейкой. И ни один блок не похож друг на дружку. То есть я составляла мозаику, делала и смотрела телевизор. Вообще никакого мусора, нету вот этих бесконечных лент. Все аккуратно, сделала блок, приступила к другому. Сделала блок, приступила к другому. Очень мне понравилось. И здесь тоже, смотрите, есть у меня треугольники. Но здесь мне с углами было сориентироваться проще. Вот такой способ я буду использовать в дальнейшем в своем покрывале витражной техники. И дальше шел у меня вот такой эксперимент. Это самый первый витражный блок. Делала я его слоями, разрезала, без шаблонов, без всего. Техника мне понравилась. Что мне не понравилось, это, конечно, вот эта бейка. Вообще плохая бейка, она продается в магазинах в ткани. Но сюда она точно не подходит, к ней все липнет, и она вообще отвратительного качества, эта бейка. Здесь я клеила на
На что ж там, не на дублерин, нет. На флизелин клеила я. Ну, понравилось мне. Единственное, что если работать таким способом, надо обязательно иметь роликовый нож. Ножницами так хорошо детали не разрезать. То есть здесь два минуса. Два минуса — это обязательно мат и роликовый нож, чтобы работать вот именно в такой технике, чтобы у вас получилось аккуратно и красиво. И, ну, дополнительно надо покупать флизелин, разрезать его на ленточки. Но такой способ мне тоже понравился. Я, скорее всего, его также буду применять в последующей моей работе. Ну и вот этот способ мне очень понравился. Итак, девчонки, вот этот способ, если у вас нет роликового ножа, нет мата и не надо, вот это самый, как сказать, самый творческий, самый дешевый способ изготовления витражей из лоскутов ткани. Вот этот способ мне очень понравился. Ну все, девчонки, на сегодня все. Больше способов я не знаю. Возможно, кто-то из вас знает, поделится. Эти, конечно, экспериментальные мои ученические работы я выбрасывать не буду. Применю их куда-нибудь. Возможно, сделаю там какие-то накидки, хотя даже, честно, не знаю. Не знаю куда. Ну, я никогда ничего не выбрасываю. И буду шить я все-таки свое витражное покрывало. Вот в такой технике. И, может быть, смиксую с этой. Это техника, которую я сегодня показывала, она вообще не моё. На этом я сегодня с вами попрощаюсь. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. У меня для вас много нового и интересного. Пока-пока.